Всем привет! Вы снова на канале Радов Одесса, где мы ремонтируем, починяем. В общем, все делаем своими руками. Сегодня я на работе, продолжаю ремонт в квартире в старом доме. Сейчас заливаю стяжку. В этом видео хочу показать, как одной лопатой и двумя руками, без тазиков, без бетономешалок и миксеров, вымешать большой объем раствора. Вот. Не забывайте подписываться на мой канал. Будет много интересного. Кому интересны вопросы по ремонтам, пожалуйста, смотрите предыдущие видео. Там я есть по штукатурке, как я усиливал пол. В этом видео буду показывать, как вымешивать раствор. То есть у меня есть и бетономешалка, и миксер, но миксером много сильно не вымешаешь, а бетономешалкой вести ее, ставить — это целое дело. Это есть масштабные какие-то работы. В общем, здесь сейчас покажу, как вот у меня 8 мешков песка. В общем, буду мешать 2 цемента к 8 песка, то есть 1 к 4 получается раствор будет. Это так называемый дедовский метод замеса. То есть когда не было еще ни электричества, ничего, мешали вот таким вот образом, либо тазиками. Тазик сколачивать мне неохота, поэтому вот так. Первое, что нужно сделать, это высыпать, естественно, все на пол и перемешать еще пока сухую смесь без воды. Что мы сейчас и сделаем. Здесь я буду мешать 2 мешка цемента к 8, можно и больше мешать, но у меня здесь нет места, поэтому, к сожалению, буду вот такими вот небольшими мешать. Но таким способом можно вымешать и 2-3 раза больше, если есть место, где развернуться. То есть не за вас все делает практически гравитация, что практически не мешает. Итак, погнали высыпать и перемешивать. Такая вот симпатичная кучка у нас получилась. Вот, это уже сухой раствор. Я просто его перекидал с места на место 2 раза. Он перемешался. Такая вот горочка получилась. Профессиональные строители, кто занимается давно этим, конечно же, знают этот способ. Вот, но думаю, что людям, которые делают дома ремонт и с стройкой не сталкивались, такой способ будет полезен, так как не требует ничего, кроме лопаты и рук. Желательно, конечно, это делать вдвоем, но я делаю один. И когда перекидываете с места на место, зачерпывайте где-то по пол лопаты, больше не надо. То есть смысл в том, чтобы песок и цемент в сухом состоянии перемешались. Теперь нам нужно вот таким вот образом раскрыть эту кучу и сделать такой бассейн, куда мы нальем воду. На мешок на мешок цемента и на 4 песка 2 ведра воды вот таких я использую. Вот, то есть под шпаклевкой. То есть на весь этот объем 4 ведра. Вот. А теперь все просто. Начинаем вот так вот по кругу ходить и туда вот так вот на края ссыпать сухой раствор. То есть таким образом мы не делаем практически никакой физической работы, а просто оно автоматически как бы само замешивается. Домешать надо будет только в конце уже, если видите там где-то какие-то остатки песка, там то, что не перемешалось, вы берете и перемешиваете вот так вот. То есть пока мешаю, небольшой экскурс в истории. То есть до цементных растворов, насколько я знаю, использовали только известковые, вот, которые очень долго застывали. И нужна была определенная температура. Это в средние века использовалось для штукатурки и укладки камня. А вместо стяжки в средние века вообще использовали землю, перемешанную с бычьей кровью. Правда, римляне еще пользовались, делали что-то наподобие раствора с использованием вулканической пыли, которая собиралась на вулкане Везувий, который, как мы знаем, убил Помпеи в каком-то там году. В общем, вот такая вот примерно история раствора и цемента. Вот. И потом уже, когда не изобрели, открыли цемент, то в стройке все стало гораздо
проще. Но вулканический, конечно, раствор тоже держал очень хорошо. То есть и теперь нам нужно сделать пасочку. То есть ходим по кругу, засыпаем, и этот тазик полностью закрыт. Что я сейчас и сделаю. И вот такая вот пасочка у меня получилась. Вот. Там внутри еще вода. Теперь остается только подождать минут 5, чтобы все это впиталось. И чуть-чуть еще вымешать. Единственное, что когда еще мешаете, то следите за толщиной стенок. А то дамбу может прорвать и будете раствор собирать по всему полу. Как я только что и делал. Пока настраивал камеру, прорвало мою паску. И все вылилось. В общем, пришлось переснимать на следующем замесе. Поэтому я без носочков. Вот. Сейчас подождем 5 минут, пока подсохнет, пока наберет влаги эта паска. Можно будет ее помешать чуть-чуть, сильно там не надо, как бы она фактически уже вымешанная. И можно будет пить. Пряничек наш водички уже напитал. Теперь просто берете его и вот так вымешиваете. Оп. Если надо, то по дороге добавляете еще воды. Вот в этот раз нормально. Я сейчас все равно чуть добавлю. Как бы даже все сразу выгребать не надо. Вы можете по мере выработки домешивать все. Вот. Все. Вот таким вот образом можно быстро. Вся процедура занимает минут 15. Замешать большой объем цемента. Так мешали наши дядя. Всем спасибо, кто смотрит. Не забывайте подписываться. Будет интересно.